общий расклад Таро на любовь и на отношения, в котором мы раскроем его истинные чувства, мысли, планы и действия по отношению к вам. Настройтесь на себя, на своего партнера. Этот расклад Таро для мужчин и для женщин сегодня. Мы сначала посмотрим вашу ситуацию и посмотрим истинность мыслей, чувств, планов и действий загаданного мужчины или загаданной женщины. Приветствую всех, друзья. Таролог Алехандро снова на связи с вами. Давайте смотреть, что происходит в ваших отношениях сегодня, сейчас, в эту минуту по отношению к вам. И первая карта – Маг. Ну, смотрите, здесь очень много манипуляций, очень много уверенности в себе. И ваш партнер, особенно мужчина, это больше мужская карта, ну, как минимум, уверенно себя ведет, да? Уверен в своих силах, уверен в своих возможностях, уверен в своих способностях даже, да, и уверен в том, что его хитрый манипулятивный план по отношению к вам никто не раскроет, да, то есть он думает, что все его фокусы знает только он, да, то есть секреты его фокусов остаются в тайне, да, но вы можете это и предчувствовать, да, а хотя может быть и нет, вот можете написать, как вы чувствуете, что он фокусник, но вы чувствуете это. Давайте дальше. Ну, смотрите, мужчина здесь, да, или ваш партнер здесь вот живет по принципу «все для меня», рассветы и туманы, да, то есть ваш партнер делает так, чтобы ему было удобно, комфортно, по кайфу. Ну, он может как бы это все делать и как бы вроде бы как бы и для вас, с одной стороны. Но как вот ни крути, в конечном итоге вы ловите себя на мысли, что... давайте так скажем, хитер-подлец опять все сделал так, как ему хорошо, да, вот такое часто бывает. Но девятка кубков о том, что человек находится в своей зоне комфорта, и маг рядом, да, он все делает для того, чтобы эту зону комфорта поддерживать. То есть он делает так, чтобы ему это было выгодно. Опять-таки, это может быть и мужчина, и женщина. Мужчины тоже смотрят, могут на женщину смотреть. Но опять-таки, может быть, здесь мужчина видит себя где-то, да, в роли такого персонажа, да, который знает, как лучше, или знает, как лучше ему, как минимум ему. Он вот больше тут эго, да, роль этой ситуации. Это две эгоистичных карты. Ну и центральная карта здесь тройка пентаклей. Но, тем не менее, партнер не против развиваться. То есть ему, ну, как бы интересно это раз, да. То есть ему эти отношения, они, ну, может, он сам по себе, да, вот у него много энергии у человека, и он хочет ее направить, эту энергию, на созидание. Может, он просто уже устал вот именно быть в состоянии пассивности такой, да, то есть он хочет как-то изменить то, что есть, в лучшую сторону, и, может быть, и прикладывает не такие большие усилия, но готов их прикладывать или прикладывает не такие большие усилия, как бы вам хотелось, но он при этом будет считать, что я прикладываю здесь усилия. Ну, вот так идет. Окей. Ну, и тут королева жезлов. Речь может идти о двух огненных стихиях. То есть, это два пламени, да, там лев, овен, то есть, либо пламенные близнецы, либо одинаковые знаки зодиака, либо одинаковые стихии, либо вы похожи друг для друга на друга, либо, может быть, и ваши энергии, если они сложатся, вы чувствуете, да, и ваш партнер тоже это может хорошо чувствовать, что прилагая совместные усилия, вы можете по тройке пентаклей достичь нечто
чего-то большего. А женщина здесь, как и мужчина, точно так же одинаково эго. Это эго и это эго. Это мужское, это женское. Здесь попытка управлять ситуацией, здесь не меньшая попытка управлять ситуацией, но, возможно, у мужчины, ну, как правило, да, чаще так бывает, что у мужчины больше возможностей, чем у женщин. Но как бы так устроен мир вроде бы как, ну, не обязательно, да. Хорошо, давайте посмотрим еще что есть. Ну, и тут же прям 6 мечей, прекрасная карта. Парусник, с одной стороны, это можно расценивать как корабль, да. Ваши отношения развиваются. Причем развиваются на 2 эго. Где-то это может быть конкуренция. Где-то, может быть, мужчина говорит здесь: молчи, женщина, я сам знаю, я сам справлюсь. Может быть, где-то женщина перегибает в аспекте, где она пытается управлять сильнее ситуацией, да, и хватается за штурвал этих отношений, да, и мужчина как бы, пытается ей не давать это делать. А может быть, наоборот, мужчина, наоборот, хитрит, да, вот, сочкует, как говорится, и дает больше женщине поуправлять ситуацией, хотя, мне кажется, даже больше женщина здесь пока что стремится к управлению, чем мужчина. И мужчина показывает себя больше пассивным, таким, да, вот, как бы он не пассивный, он просто хитрит, давайте так скажем, да, чтобы посмотреть, а как поведет себя женщина в той или иной ситуации. Поэтому изначально первая манипуляция исходит от мужчины, а вот вторая манипуляция уже идет за женщиной. Да? То есть где-то мужчина преднамеренно делает себя пассивным, чтобы посмотреть, как поведет себя женщина. Как, кстати, бывает. А теперь давайте посмотрим. Его истинная причина манипуляции. Вот мы же разбираемся в мыслях, чувствах и действиях. Так вот, я манипуляцию могу отнести как бы к побуждению мыслей и чувств в какие-то конкретные действия. Истинная причина того, что он манипулирует. Здесь стереотипы, и он так привык, да. То есть в него как бы так, он так воспитан, он такой, все. То есть вот у него есть стереотип, что людьми можно манипулировать, или людьми нужно манипулировать, да, или он должен это делать. То есть истинная причина его манипуляции, он такой, вот. Примите меня таким. Я такой, и я от этого не отойду. То есть суть такая, что переделать этого человека или перевлиять на него будет очень тяжело. Хорошо. А давайте теперь спросим у 9 кубков, от чего он кайфует, когда он без вас. Именно без вас. Его кайф без вас. Где-то, знаете, есть люди, которые часто... Ангельская защита выпадает, кстати. Где-то это его место силы. От чего? А вот, знаете, вот от кайфа с самим собой. Такое бывает. Есть люди, которые могут кайфовать от себя самого. В принципе, это больше чувство нарцисса, но, тем не менее, вот есть люди, которым нужно уединиться для того, чтобы покайфовать. Но это его зона комфорта, поэтому без вас или без никого он кайфует от, может быть, даже от общения с высшими силами, если он там не какой-нибудь просветленная личность. А если он не просветленная личность, может кайфовать от ангела выпивки, например. Тут все-таки 9 кубков, на секундочку. А теперь его истинный кайф и истинные чувства от того, что он вместе с вами.
Неверное направление. Неправильно вопрос задаем. Хорошо, давайте по-другому зададим вопрос. Что его побуждает развиваться вместе с вами? А вот тут вот наставник. И тут нужно понимать, кем вы себя чувствуете. Вы себя чувствуете с ним учеником или учителем. Поэтому либо вы классный наставник, особенно наставница, ну, либо он себя чувствует таким, знаете, вот я как сказал, так и ты сделай, да, вот, то есть есть такие люди, да, которые знают, как жить, знают, как сделать, а почему ты так не сделал, да, вот он будет как наставник вам идти, поэтому его побуждает развиваться с вами того, что вы друг другу учитесь у друг друга, как минимум. Это в лучшем случае, а там уже смотрите по своей ситуации, это общий расклад, и вам виднее, да, who is who в ваших отношениях, кто наставник, а кто ученик. Его чувство к женщине. Вот сейчас мы смотрим его чувство к женщине, чувство мужчины к женщине или ключик, да, ключевые чувства, именно чувства. Он чувствует, что женщина способна гораздо на большее, нежели открывает. То есть женщина здесь еще там манипуляторша. И, ну да, тут два манипулятора все-таки. Но он чувствует, что в женщине скрыто намного больше, чем она показывает, и что она способна намного большее. То есть он видит в ней, может быть, даже или сильного партнера или сильного конкурента. Ему это может быть два в одном, поскольку здесь огни на самом деле, а это может быть и так, и так. Хорошо. Ваши совместные ключи к движению этих отношений в будущее. Вот что будет помогать вам двигать эти отношения в будущее? Что помогает? Давайте спросим, ключ, который помогает, и ключ, который мешает, да, то есть антиключ, да, такой. Что помогает? Ну, смотрите, нужно научиться дарить друг другу подарки. Помощь в подарке. Что вы можете дарить, что вы хотите дарить, решаете, конечно, вы. Но подарочек может помочь, да, если вы чувствуете, что давненько вы не дарили в этих отношениях подарков, то задумайтесь. Как раз вот вне зависимости от того, когда вы смотрите это гадание на картах Таро, оно актуально. Но вот как раз сейчас идет вот рождественский подарок, да, вы можете сделать. Что-то какой-то другой день рождения там или годовщина. В общем, сделайте подарок. Что мешает? А вот смотрите, как интересно выпадает. Защита границ. Не нарушайте границ. Да. Границы нужно выстраивать, нужно их уметь выстраивать, их нужно нащупывать. И желательно не нарушать. Есть люди, которые не умеют отстаивать свои границы, а есть люди, которые стремятся их нарушать. Границы должны быть. Всегда есть границы, да, то есть всегда есть грани, и грани соприкосновения, границы и так далее. Поэтому нарушение границ, выстраивание границ может как помогать, так и вредить. Смотрите с границами. Хорошо. Какой он видит вас, мужчина, как видит женщину? Давайте посмотрим. Какой женщину видит мужчина? Например, какой характер, к примеру. Мужчина видит женщину неуверенной в себе, к сожалению. На чьей стороне в этих отношениях высшие силы? На стороне мужчины или на стороне женщины? На стороне мужчины. Здесь ангельская защита, на секундочку. И это мужская карта, 4 пентаклей. Высшие силы хотят, чтобы мужчина сохранил формы, пропорции, деньги и свою позицию.
Поэтому женщина здесь первоначально в какой-то более шаткой позиции, поэтому она, возможно, и не уверена. Как бы она ни показывала свою неуязвимость, уверенность в себе, да, королеву жезлов, как бы она ни раскрывала, все равно у мужчины позиция более сильная. Хорошо. Давайте спросим, готов ли он, ваш партнер, вкладываться в эти отношения? Императрица, да, готов, у него ресурс. В чем его скрытые способности, о которых вы не знаете? Что он скрывает или на что он способен скрыто? Есть тройка кубков, к сожалению, поэтому здесь, в этом вопросе, вам нужно быть предельно внимательной и осторожной, как говорится, да, особенно для женщины. Смотрите, как интересно выпадает. Королева жезлов, императрица земли, королева королев. Поэтому, если вы знаете, что вот нету у него больше ни с кем отношений. Ну, то есть, если вы знаете, что нет треугольника, тогда его скрытые способности заключаются в потенциальной возможности союза с вами. А вот если вы не знаете и не уверены в том, что если у него кто-то, то тут кто-то может быть, и здесь вашей энергии должно быть больше, чем у соперницы. Хорошо. На какой подарок готов ваш партнер вне зависимости от пола, да? Ну, здесь мужчина может проявиться как истинный, харизматичный, импульсивный мужчина. Это может быть активная страсть, вы поняли, о чем активная близость, да? И это может быть вот поступок достойный мужчины, который имеет власть над женщиной. То есть он может себя повести непредсказуемо по-мужски. Я сказал, это и для женщин. Женщина может себя резко повести здесь, в этой ситуации, да. То есть если мужчины, да, слышите со стороны, женщина здесь может резко пойти, да, вот как-то отреагировать неадекватно. А мужчина, наоборот, будет себя вести вот как такой брутальный мужчина, да, как будто бы ты в моей власти, все зависит от меня, да, то есть он даже и спрашивать не будет. Но здесь вот такому очень много огня, очень много огня. Хорошо, давайте спросим, вам защищаться или поддаваться? Вот. Он хочет, чтобы вы защищались или поддавались, или вот так, в таком ключе. Давайте посмотрим. Каждый услышит свое. Вам как себя вести? Вам нужно вести, как вам выгодно. Да? Хотите, поддавайтесь, хотите, защищайтесь, но это должно вести вас интуитивно к лучшему сценарию. Вообще, в принципе, эта карта материальная. Если вам вот пойти по пути чисто вот выгоды материальной, то делайте так, как вам выгодно с точки зрения денег, как вам дешевле, как вам экономней. То есть, например, он принесет вам подарок, вам принимать его или нет? Но если вам выгодно его принять, например, вы можете его потом продать. Ну, например, да. Ну, не все же оставляют себе подарки, да. Некоторые продают. То принимаете, а почему бы нет? Хорошо. В чем ключ сомнений вашего мужчины по отношению к вам? В чем он больше всего сомневается? Он сомневается в том, ваш мужчина, что то, что ему снится, сбудется. Да? Ну и он может еще сомневаться в том, что то, что ему нагадала гадалка или какой-нибудь таролог или вещун, да, он сомневается в этом. Хорошо. С чем он не может расстаться ни при каких обстоятельствах, учитывая ваши отношения? С чем не может расстаться? Зависимость. Ваши отношения созависимые и зависимые. Возможно, это какая-то дьявольская привязка. Возможно. Почему я скажу дьявольская привязка? Здесь ангел. Он может быть темный. И здесь материальное. Это уже отсылка к темному. Может быть, вы ему дороги. Здесь может быть выгода собственная.
Но, тем не менее, зависимость. Поэтому он от этой зависимости, от вас, как от вас, как от человека, так и от того, что ему выгодно в этих отношениях, он не может отказаться. Все. Хорошо. В чем ключ вашей власти над ним? Все ключики от его сердца. Временная страсть. И ваша задача, как партнерши, сделать так, чтобы она стала постоянной. Поэтому ищите ключи от этих наручников. Да, как-то так. Хорошо. Давайте посмотрим ключики к тройке кубков. С одной стороны, это союз ваш. А с другой стороны, это может быть ключик от треугольника. То есть, смотрите, если вы знаете, что треугольника нет, этот ключик вам помогает. А если есть треугольник, ну, вы знаете, например, да, то этот ключик помогает решить этот треугольник. Ключики от треугольника и от союза. Ключик от треугольника и от союза заключается в том, что вы являетесь идеальным сочетанием как пара, а вы огненные здесь, пламенные, поэтому здесь ваша пламенность, ваши близнецовые пламенные или пламенные близнецы, вы напишите, как вы считаете, вы близнецовые пламенные или пламенные близнецы, является идеальным сочетанием. То есть вы можете просто сказать: я знаю, что у тебя есть кто-то, кроме меня, но мы с тобой как инь и ян. Мы не разлей вода, не раздуй огонь, мы неразличимы, мы как сиамские близнецы сливаемся друг в друга в едином потоке страсти. Ну, как вариант. Хорошо, подходит ли вам загаданный человек? Можно ли ему доверять ключи от своего будущего? Здесь гнев. А здесь нужно быть с этим аккуратно. И есть какое-то чувство, которое является блокирующим и разрушающим. Пока вы не угомоните свой гнев, доверять ключи от своего будущего этому человеку нельзя. Может быть, это не ваш гнев, а может быть, это гнев его, это огонь. И здесь король жезлов. Поэтому, если мужчина гневный, то ключи от своего будущего давать ему нельзя. Но точно так же и мужчинам. Присмотритесь к своей женщине. Если вдруг у нее гневливость и характер такой мужской, да, вспыльчивый или такой напористый, ну, тоже задумайтесь. Тут по-разному можно посмотреть на эту ситуацию. К чему все идет? Перемены к лучшему. Ключ от перемен к лучшему в ваших отношениях. У вас выпадает в ближайшем будущем хороший шанс на то, чтобы изменить эти отношения к лучшему, вообще с чистого листа их начать. Поэтому, если вы не боитесь перезагружать матрицу судьбы ваших отношений или своей судьбы, не бойтесь. Делайте это и начните с чистого листа. Все может начаться с чистого листа. Почему вы пришли на этот расклад? Вас что-то взволновало, у вас очень много эмоций. Ну, может, вы просто эмоционально воспринимаете мои расклады, а может быть, вас просто ваш партнер выбесил. Если вас выбешивает тот или иной расклад на моем канале, или вас выбешивает периодический партнер, вы просто хотите успокоиться. И вам совет от высших сил. Не обманывайте себя и поговорите со своим партнером на чистоту. Правда всегда является ключом і светом в будущем ваших отношений. Все буде добре. Лишайтесь на зв'язку. Почуємось. Па-па.